Всем привет, с вами Чайка, и сегодня я покажу вам интересный раунд на Dust 2 против Liquid. Вы бесконечно правы, утверждая, что Na'Vi далеко не лучший пример для подражания на Dust, но конкретно в этом раунде есть все для понимания этой карты. Когда нужно принимать риски для опенфрага, каким должен быть мап-контроль, фишечные мувы, тимплей и, конечно же, красивые киллы. Зевс имеет лучший спаун для аркады в банку, чем он и пользуется. Бросив дефолтную флеш через верх и еще одну рикошетом об дверь, он выигрывает open дуэль со стартом. После чего Зевс кладет моли за дым и красным возвращается назад, где он получает АВП от Симпла и принимается за контроль мида. В раскиде Зевс дает дым на 3 и закрывает перетяжку на парапет. По итогу его минусует игрок защиты, который пришел с коробки закрывать убегающих от взрыва. Симпл дает смок на старт и флешки под взрыв Зевса. С истечением смока на Б подходит в темную, чтобы принять возможный пуш по таймингу. Поскольку КТ находится в меньшинстве, им следовало бы задействовать точечную агрессию, чтобы восстановить баланс сил. Не получив контакта, Симпл ретируется в мид и при выходе на А выступает рефрагером Эдварда. Симпл кладет моли на подъем и охраняет установку. В погоне за сейвищами довольствуется прострелом 20, чтобы не потерять свой калаш в перестрелке со стационарным АВП. Флейми дает флешку под взрыв Зевса, отвечает за контроль мида, кладет моли на двери и продвигается на Зигу. Егор чекает край смока и по его истечению подсаживает Элика на ящики. При выходе контролит позиции в пленте, далее под флешку парно с Симплом открывается на машину, но снайпер кроет более глубокую точку, что заставляет Егора дать дым на рекламу после смерти Элика. Флейми спрыгивает на просвет, чтобы прочекать подъем. Заняв позицию за ящиками, ставит 2 минуса по игрокам в КТ-миде, закрыв этим все надежды защиты на выбивание. В лейте Флейми проверяет длину. Элик фастом проходит арку, зная, что на такой напряженной стадии карты КТ не будут пикать мид, предпочитая пропрыг на Б через свой дым. Дэн занимает Зигу через X и контролит мост. После смока он подсаживается на ящики, чтобы проверить, не заняли ли КТ ближние позиции, и в случае абсурдных действий противника быть с непредсказуемым углом. Далее Элик изолирует нижний просвет, дает флешки и выходит первым. К сожалению, подобную дуэль со снайпером выиграть практически невозможно. Эдвард следует в верхний для контроля пуша со стороны Б. В раскиде А дает дым на КТ, флеш мид, флеш под длину и молотов в упор. После установки С4 за двойным Эдвард контролит Зигу. Понимая, что КТ сейвят, он чейзит в Т-спаун. Отдельное внимание я хочу уделить роли Зевса после опенфрага. Имея численное преимущество, игрок на лоу хп не имеет права пушить, так как с огромной вероятностью он уйдет без размена и тем самым сыграет только на инфу. Он может в теории стрейфами или прыжками байтить под своего тиммейта, но на такой стадии игры красному игроку стоит занимать статическую позицию, чтобы следить за ключевыми точками контакта, а впоследствии прикрывать тиммейтам тылы. В конкретном случае Зевсу дропают АВП, и он чекает мид, чем полностью нивелирует свой недостаток здоровья. Я заострил внимание на этом моменте, чтобы в следующий раз, попав в подобную ситуацию в соло-матчмейкинге, вы лишний раз подумали, стоит ли зажатый вами авик проигранного раунда. На этом у меня все. Спасибо за ваше внимание и увидимся через какое-то там количество времени.